Итак, приступим к сборке. Первым делом берем вот эту штучку, патрон для лампочки, и вставляем вот такой вот держатель. Так, здесь каких-то... Далее вот эту штуку мы закрепляем в таком вот поворотном кронштейне. Здесь есть такие вот зубцы. Где-то в этом направлении мы сопоставляем вот эти выемки. Так, установили. Просовываем таким вот образом кабель. Здесь вот есть, точнее вот так вот, есть такой вот щель будет здесь выходить он. Точно так же закрываем крышкой здесь. Отставить вот так. Так, возьмем два мелких самореза и вкрутим сюда. Так, похоже, фиксируется все. Аналогично этот. Так, есть. Взять вот эту часть кронштейна и наклеить сюда вот эту вот шкалу. Эта шкала наклона будет учитываться. Ну, провести мнимую вертикальную черту. И где-то наклеить, как будто 90 градусов идет. Так, наш следующий шаг. Берем вот таких два кронштейна. Причем вот этот, который с зубцами, он будет у нас сверху. Этот снизу. Между ними крепится вот это наш патрончик. Вырезом мы выходим налево. Вот под шнур, где выходит электрический. Вот так вот соединяем, скрепляем. Таким вот образом. И снизу вставляем имеющийся в комплекте вот такой вот большой болт. Просовываем его насквозь. Здесь он фиксируется в таком шестиграннике пластиковом. Так, если мы обратим внимание, здесь вот есть такая вот штырек, который вот как бы будет... Тут такие зубцы. И вот они по этим зубцам, он так будет ступенчато менять положение. Тык-тык-тык. Так, далее мы в комплекте еще такая штучка. Сюда устанавливаем и уже наверх закрепляем все это гайкой. Так, а теперь нужно взять вот эту шкалу и наклеить, точнее верхнюю вот эту вот, где 18, где наша 18, где 18, надо выставить ее где-то напротив показания 90 и наклеить на нашу шкалу. Так, получается на вот эту вот грань. Ну вот вышло что-то вот вроде так. Так, а теперь нужно вот эту шкалу наклеить на как бы нижнюю часть абажура, вот это вот кольцо. То есть цифры будут вот именно не здесь. Ну вот что-то вот так вот. Клеится очень легко, кстати, ничего сложного. Далее в дне подставки нужно собрать вот эту электрическую цепь. Ничего сложного, но я еще, наверное, зафиксирую все это термоклеем. Перед тем, как закрепить выключатель, необходимо одеть вот такую вот кнопку сюда. Кнопка хоть и круглая, но у нее есть определенные направляющие, и иначе ее не поставишь. Ну вот она как бы нажимается, включается, выключается. Так, все, собираем электрическую схему, соблюдая полярность. То есть, как нарисованы здесь батарейки, минус тут, значит сюда идет один синий провод с пружинкой, контакт пружинка.
Плюсик идет сюда, вот на батарейке плюсик идет сюда, через выключатель. Таким вот образом. Так, и согласно, значит, вот эта вот соединяющая пластина контакт ставится сюда. Поскольку здесь такой плоский контакт на плюс, значит на минус идет пружинка. Вот таким вот образом ставим. Далее вот такой фиксатор батареек. Немножко вот здесь вот на такой пластиковый штырь насаживаем, чтобы вторым крючком он как бы так вот цеплялся за эту часть. И сюда самый большой саморез, закрепляем его самым большим саморезом. Так, далее мы определенным образом вставляем сюда наш как бы штатив эту с патроном. То есть мы располагаем к себе лицом к лицу, где кнопка расположена и где находится гайка. Для ориентации тут цифры 6, 5, 4. Просовываем в центральное отверстие контакт с проводами и устанавливаем наш этот штатив в определенные позиции. Вот таким вот образом. Так, и теперь фиксируем наш штатив. Крепим его к подставке двумя саморезиками вот в эти отверстия. Так, теперь нам очень нужны две батарейки. Так, две батарейки. Две батарейки типа 2А. 2А. Устанавливаем их в их позиции. И подключаем контакт лампочки к паре верхних контактов самого выключателя. Все, фиксируем таким вот образом. Может, проверим? Так. Как видим, все у нас работает. Значит, схема собрана правильно. Не нравится мне вот это болтание патрончика. Закреплю-ка я его на клей. Хоть там что-то нигде не предусмотрено, что необходимо его наклеить. Ну, может, там китайскими иероглифами что-то и написано. Ну и по окончательным этапам у нас надо из таких вот слюдяных трех запчастей. Тут такие спаренные слюдяные ромбики. Здесь пятигранник, ой, пятиугольник отдельно такой-то, я понимаю, крышка. Нужно собрать, склеить плафон. Ну, снять вот эту защитную пленочку. Как надо выгнуть по схеме и склеить вот этими полосками двухстороннего скотча. Я как для себя делаю, что я заламываю внутрь глянцевой стороной наружу для красоты, а здесь матовая сторона. Матовая, наверное, туда к лампочке. Короче, надо вот так вот все сломить, придать ему форму. А вот эти вот крылышки также надо заламывать внутрь туда. Да, склеивать нужно, соблюдая вот здесь буковки, совмещая буковки. Вот если мы здесь видим О, то и здесь мы О совмещаем вот таким образом. Соответственно, здесь у нас N латинская, и здесь N также совпадает. Ну вот я подклеил, надел вот это основание абажура сюда. Ну, как видим, так будет вращаться. Плюс вот так она меняет положение. Так, теперь надо одеть абажур. И в конечном счете у нас получилась вот такая вот лампа с таким абажуром.
Видим, днище здесь открытое, вся электрика видна. Не очень, конечно, камильфо. Ну вот в темноте получилась вот такая вот ситуация. Как бы так не особо и видно, что на что-то там светит.